Друзья, ну что ж, просыпаемся все, вылазим потихонечку из отпусков. Разработчики наконец-то показали нам танки Classic, даже показали геймплей какой-никакой. Но есть одно но, конечно же, всегда есть одно но. И к этому но мы, естественно, в этом ролике перейдем, друзья. Также, помимо официальной информации, многих мучает вопрос, когда начнется тестирование, когда начнется закрытый тест, когда выйдет игра и так далее. Потому что про это разработчики в видеоблогах ничего не говорили. Но есть новая информация специально для вас. И в этом ролике вы узнаете, когда начнется раннее тестирование, ранний доступ, ведь ранее было заявлено, что тестовый сервер и тестирование начнется в начале августа. Сразу, друзья, ставьте лайк на это видео. Лето, пора жарко, часто очень хочется пить, и я постараюсь, чтобы никто в этом ролике не засох, рассказать как можно больше свежей информации. Итак, друзья, кто вообще не в теме, кто там где-то на морях, я не знаю, лето все-таки, да, может кто-то гуляет, кто-то от танков отдыхает. Спецпредложения с ранним доступом убрали с продажи. Все, они больше не продаются, ранний доступ завершен, грубо говоря, да, завершил свою продажу. Что это означает? Это означает, что все, уже нет необходимости продления, и значит, что игра на каком-то вот этапе уже готова. Поэтому продлевать нет смысла. Специальные паки с ранним доступом. Но когда же начнется эта игра, друзья? Когда это все будет? Начнем с того, что разработчики хотят, чтобы первое впечатление от классики, друзья, у всех было ярким, чтобы все нравилось с первого взгляда, чтобы все было окей, чтобы не было разочарований никаких. И разработчики признались прямым текстом, что некоторые моменты еще требуют шлифовки. Ну а на самом деле, друзья, первая версия танков Classic, первая сборка, она уже готова, и сам Орех это уже подтвердил. К этому моменту, к самой первой сборке мы еще придем. Что известно, уже готово окно регистрации. Как видите, и задний фон, как в старые добрые времена был, да, и весь стиль, кнопочка играть, все как раньше было. В общем, окошко регистрации уже готово. Также загрузочный экран уже готовы у разработчиков. Единственное отличие от старых танков будет в том, что у них не будет никаких текстовых описаний. Ну, не знаю, спорный момент. Разработчики объяснили это тем, что и так все понятно по картинке, можно посмотреть. Но в целом, наверное, да. Но как-то, на мой взгляд, мне кажется, что с текстом было поинтереснее, но зато в таком случае это будет более минималистично. Вот, помимо всего этого, друзья, уже официально показали гараж танков Classic. Вот прямо на ваших экранах. Это настоящий гараж, уже вот готовый в самой игре. Этот ролик был заснят. Как видите, здесь вот как раз вот эти вот некоторые моменты, которые требуют шлифовки, они вот бросаются в глаза. Ну, то есть цены, видите, на пушку неправильные, да, указаны. Плюс скин почему-то тут МК1 стоит. И вообще МК1 надписи, да, не М1, М2, М3. Характеристики немного недоработанные, шрифты немного, да, сплюснутые, съехавшие. Но это все просто первая тестовая сборка. Это все будет дорабатываться. Вот о чем разработчики говорят, что почему сейчас прям вот они нас не запускают на тестовые сервера, потому что вот такие моменты существуют, и они хотят, чтобы у нас не было вот этого вот эффекта первого, что это такое вообще, вот это что-то не то, как это все кривое, чтобы не было негатива, чтобы сразу было все готово. Но в любом случае, вот первая версия долгожданная, которую все ждали, да, вот с гаражом, тут вот рельсы на Васпе у нас, как в старые добрые времена, гараж на фоне. Также подробно показали настройки игры в танке Classic, что тут будет в настройках у нас присутствовать. Как видите, тут можно будет менять размер боевого интерфейса, видимость точки в центре экрана, число следов и выстрелов можно будет регулировать, фильтрацию и также качество деревьев можно тоже будет регулировать, несмотря на то, что это танки Classic, в которых деревья должны быть по умолчанию, наверное, старые, да, вот этой вот текстурки. В танках онлайн, если сейчас поставить на минимальную графику деревья, вот такие деревья, они были вот всю жизнь существования танков онлайн. Ну, короче, тут добавили в любом случае эту возможность, поэтому кого деревья вот эти вот 2D-шные калят, можно будет поставить их на максимум. А также из настроек, ну, все то же самое, как и в танках онлайн. Мягкие частицы, туман, пыль, сглаживание, динамические тени, освещение, небо, все вроде как стандартно. Ну, остальное тут уже, ну, понятно, управление, звук, это в танках онлайн примерно все то же самое сейчас и находится. Ну, в общем, вот гараж такой вот, да, у нас указан. Тут, как видите, вверху так и не появились новые кнопки, вот этот вот пробел там присутствует. Но это первая сборка. Ждали, друзья, вот нам ее показали. Это что касается гаража. И теперь, наверное, самое интересное, да, геймплей. Сам геймплей. Почему я в начале ролика сказал, что есть одно большое но? Потому что геймплей, непонятно, был записан в танках онлайн или в танках Classic. По всему интерфейсу понятно, что это танки онлайн, даже на билборде танки онлайн написано. Но вдруг это запущено было именно в игре танки Classic. Но, как видите, тут нам показали разработчики дроп-зоны, да, точнее, ящики с дропом, с измененной текстурой, как это вот было в старые добрые времена, старые текстурки, аптечки, нитры. Ну, причем, кстати, вот эти текстурки, которые вот используются у этих ящиков, они далеко не до ребалансовские, то есть до этого еще там старее были текстурки,
настройки. Я надеюсь, что такие текстуры можно будет менять в настройках битв. Текстуры 2009 года, да, 11, 15, 18. Потому что, да, на протяжении вот всего проекта дропзоны имели различные внешние текстуры. Ну, однако, конечно, вероятнее всего, этот геймплей все-таки в Tank Online был заснят. Ну и, естественно, вот опять же, возвращаясь к шлифовке, да, тут парашюты еще новые присутствуют в игре. Кусты тут новые, но кусты мы уже с вами это обсудили, что их можно будет менять. Вот сейчас как раз разработчики акцентировали свое внимание, что, да, вот создаются все вот скины, чтобы скины выглядели точь-в-точь, как в старых танках. Вот как мы с вами уже смотрели в гараже, да, Wasp тот же самый тут отображается, МК-1, ну, М1 Wasp, тут текстуру уже нашли старую, потому что есть у нас в Tank Online Wasp M3 Legacy, да, скин, а тут уже, вот видите, достали текстурку более раннего Wasp, который вот М0 или М1, М2, ну, в общем, все вот эти текстурки, они видоизменяются при прокачке. И, кстати, вот многие до сих пор задают вопрос, будут ли меняться-то внешние скины при прокачке у танка. Конечно, будут. Будут. У М0 будет один скин, у М1 другой, у М2 третий и у М3 четвертый. То есть будут максимально танки, скины отличаться при прокачке. И вот, да, про что я говорил, про то, что вот разработчики акцентируют внимание на то, что вот арт-отдел сейчас у них прям загружен, вот он этим всем занимается. И вот почему я именно тоже выделяю арт-отдел, потому что переходим к дате выхода, когда это все будет. Перенесут ли тестовый сервер, обещанный в начале августа, да, тестирования, или же нет. И давайте переходим к официальному ответу Ореха, который из вас, наверное, вообще никто не видел практически. Давайте вот сейчас почитаем, что он ответил по поводу выхода и вообще вот всей ситуации с танками Classic. А если, друзья, вы играете в новые танки онлайн, не забывайте ставить тег создателя контента NICK10 в настройках вашего аккаунта в танках онлайн. Таким образом вы можете поддержать автора, а также у вас увеличивается вероятность выпадения крутого дропа с контейнеров. Ну и вот оно, друзья, заветное сообщение вот это вот от Ореха на форуме. У него спросили: Семен, спойлерни, пожалуйста, 7 августа мы что-то узнаем конкретно по тесту ближайшему, или может уже сможем наконец поиграть по тесту танка Classic? Как-то уже надоело ожидать. Но если вы этот ролик смотрите 7 или 8 августа, ну или уже после этих дат, да, то это означает, что не просто так я показываю вам этот пост, значит, про него разработчики ничего не рассказывали. Вот и приходится брать все в свои руки. Давайте прочитаем, что ответил на этот комментарий Орех. Вы знаете нас, мы знаем вас. Мы будем делать не быстро. Мы ничего не делаем быстро. У нас есть версия, которую можно назвать первым прототипом. Это, друзья, вот о чем я говорил, что первая версия танков Classic у них есть уже. Она готова. Она готова. Первая тестовая сборка танков Classic. Но почему Орех ее не показывает, да? И вот он отвечает: но если я сейчас пущу туда игроков, то ничего кроме бессмысленных оскорблений мы все тут не увидим. Потому что там огромное число неготовых мелочей. То иконки не те, то парашюты не старые, то настройки не на всех пушках как надо. Это вот про что мы сегодня тоже вот, с вами говорили, что вот, да, есть некоторые мелочи не готовые. Вот часть из них мы затрагивали, те же парашюты. Сейчас золотое время, когда есть и время, и ресурсы сделать все, что хочется. Вам выгодно, чтобы проект не выбегал раньше времени из этого состояния. Сейчас арт-отдел имеет самое большое право голоса. И вот про арт-отдел, что вот я говорил, да, меня просто, когда я первый раз этот пост читал, я удивился, почему-то он так на арт-отдел вот акцентирует внимание. А вот почему. Потому что они все скины дорабатывают, перерабатывают вручную, чтобы они имели вот точную схожесть со старыми танками онлайн. Вы хотите, чтобы сразу было хорошо? Мы хотим, чтобы вам понравилось. Это будет не быстро, наберитесь терпения. И, друзья, вот вывод какой? Каким выводом мы пришли? Вот кто на стримах у меня присутствует, те уже все знают, да, каким выводом мы пришли. И вообще мы на стриме это уже, наверное, за неделю до этого выхода уже все рассмотрели, мы всю эту информацию знали. Поэтому загляд на стримы. На канале NICK10 Голдолов проходит каждый день стримы. Начало примерно в 9-10 вечера по Москве. Проверяйте, нет ли стрима на канале. Ну или можете следить просто в телеграм-канале. Там анонсы я все время заранее выпускаю. Ссылка есть в описании на телеграм. Ну и вот, друзья, какой вывод? Во-первых, разработчики в одном из предыдущих видеоблогов говорили, что тест танков Classic начнется примерно в конце июля, в начале августа, да, по их там подсчетам. Плюс-минус. В видеоблоге нам не сказали вообще ничего про даты, никакой конкретики, ни что переносится, не переносится, тишина. А вот исходя из ответа на форуме, становится понятным, что тест не начнется в начале августа и, скорее всего, будет перенесен. Ну, скорее всего, я говорю, потому что есть еще один момент с голосованиями. Вот как они будут работать, еще неизвестно. Предварительно, ну, как я понял, это после тестирования они будут запускаться, эти голосования. Это, в принципе, логично, да? Просто некоторые почему-то думают, что голосования могут запуститься до самого теста. Но тогда за что нам голосовать, если мы не видели саму первую сборку? За что будет голосование? Голосование вслепую, что ли, будет? Поэтому я думаю, что это неправда, вряд ли так будет. И что касается вообще начала теста, такое ощущение, что это будет уже в конце августа тестирование, либо вообще в сентябре. На момент записи ролика это 7 августа, тестирования нет, анонсов нет, ничего нет. Единственное, только рассказали про разработку, что в процессе находится геймплей, парашюты и вот это вот все, что мы с вами в этом ролике рассмотрели. Я думаю, что все-таки, ну вот исходя из всех собранных нами фактов в этом ролике, да,
Ореха, с ответом Ореха на форуме. Тестирование не начнется в ближайшее время. В лучшем случае, я думаю, что это будет конец августа. В худшем, наверное, в сентябре уже все будет. А с точки зрения выхода игр вообще, глупо сейчас выпускать танки классик, даже если бы они были готовы. Потому что лето такая пора, когда никого нет дома, все там в разъездах и так далее. А вот сентябрь — это уже начало и учеб, работ, все уже возвращаются в прежнюю колею. И вот осень, как правило, хорошее время для релиза. Пишите в комментарии, как вы думаете, когда выйдет танки классик. Запустим даже давайте такой конкурс. Кто угадает, ну мы это уже с вами подведем итоги, когда выйдет сама классика. И кто угадает, мы потом к этому ролику еще вернемся с вами. Вот в комментах прям пишите. Я думаю, что выйдет классика тогда-то, тогда-то там, да? Кто угадает, начислим прем-аккаунт в будущих танках классик вам. Ну и что там еще будет? Может, какие-то промокоды дополнительные я тоже накину. Поэтому давайте такой интерактивчик сделаем. Будет интересно потом спустя время вернуться, посмотреть, кто угадал, кто не угадал. Вот, друзья. Ну, что касается вот моего мнения, что я думаю по этому поводу, конечно, обидно, да, вот, что в начале августа уже не начнется никакого теста. Хотя мы это вот так ждали. Да, обидно, но с другой стороны, я согласен с тем, что не надо выпускать сырую версию игры. Лучше ее доработать, чтобы вот был первый эффект вау даже от самой первой сборки танков классик. И лучше уж подождать немного, чтобы скрасить ожидания. Можно сейчас поиграть в танки онлайн, там вот новый ивент тоже выходит с новыми спецрежимами, с повышенными голдами можно там скрасить тоже вот время. Мы этим, в принципе, и будем на стримах заниматься, параллельно обсуждать классику, там, ну и, естественно, следить за новостями, может, где-то там еще всплывет новость, потому что на стримах мы быстрее всего узнаем о том, что происходит с танками классик. Я думаю, что в ближайшее время, в первых рядах, мы узнаем, когда уже начнется сам тест. Предварительно, конечно, надеемся, что разработчики успеют до конца лета его начать, потому что летом протестировать было бы неплохо, согласитесь, классику, а потом уже осенью, в сентябре ее выпускать. В общем, призываю вот на разработчиков сильно не давить, я понимаю, негодование, там, бомбеж и так далее, но, может, разработчики не подрасчитали, вот, да, что вот так вот выходит все. С другой стороны, у многих тоже какие-то завышенные ожидания по дате выхода. Вот танк классик были, ведь Орех же говорил в интервью, что танки классик выйдет в первой половине 25 года, но вот все время все забывают про вторую часть, что он после этого говорил. После этого Орех говорил, что либо во второй половине 25 года, если будут какие-то неблагоприятные последствия там и так далее. Как видите, эти неблагоприятные последствия, походу, произошли. И разработчики из-за каких-то обстоятельств не успели сделать игру в первой половине 25 года, поэтому ждем ее во второй половине и надеемся, что это будет в сентябре, либо в октябре, но никак уже не зимой. Поэтому держим кулачки за разработчиков, желаем им поскорее все сделать, ведь там даже, вот как Орех сказал, больше нагрузка идет на арт-отдел, чтобы побыстрее, да, все скины перерисовывал, все дополнял там, что нужно, что необходимо. В общем, друзья, такие новости, ставьте лайк на это видео обязательно. На канал, если вы не подписаны, подписывайтесь. В телеграм-канал обязательно вступайте, если хотите заранее узнавать новости о выходе роликов, стримов, о классике и так далее. Там у нас есть активный чат для общения, тоже туда залетайте. Вот там вообще, там вы раньше всех все узнаете, не только про танки классик, а вообще про все, что связано с миром танков, с другими ютуберами. В общем, сплетни, скандалы, интриги, расследования, это вам туда в телеграм, в общий чат. Кто хочет, друзья, меня материально поддержать, есть Бусти, заходите. Любой донат приветствуется. А я всех благодарю за просмотр. Ждем, друзья, танки классик.